1945 год. Третий рейх находится в окружении. Со всех сторон страну давят союзнические войска. Северные и южные фронты ощущают давление, а города и деревни оказываются под бомбардировками. В этот критический момент истории нам предстоит с вами изменить саму историю, принять на себя роль лидера, стоящего перед задачей координации оборонительных действий и разработки стратегии, способной противостоять наступающим войскам. С каждым нашим решением Третий рейх либо приближается к спасению, либо теряет свои позиции. Будущее страны находится на волосок от коллапса, и каждый шаг может стать решающим в этой исторической битве. Глава 1. Тень поражения. Красная армия продолжает свое наступление и уже приближается к предгорьям Берлина. После освобождения Польши и восточных территорий Германии советские войска находятся в хорошей форме и имеют превосходство в численности. Западный фронт. Союзники, включая американские, британские и канадские войска, продвигаются через Рейн вглубь Германии, оставляя за собой освобожденные территории. После успешного наступления в Арденнах они устанавливают контроль над ключевыми территориями. На Южном фронте войска союзников продолжают свое продвижение по Италии, приближаясь к границам Германии, однако гористая местность замедляет их продвижение. Кроме того, внутри Третьего рейха нарастает напряжение. Население и войска ощущают давление со всех сторон, но многие еще надеются на чудо или решительное контрнаступление. В сотрудничестве с одной из компаний мы создали вот такой вот сайт видеоигр под моим именем. Данный сайт видеоигр я полностью контролирую. Это одно из главных условий, по которому он вообще существует. На данном сайте вы можете приобрести любую совершенную игру для вашего региона. Да, некоторые цены, конечно, кусаются, и они могут быть завышенными. Но если вы покупаете в данном магазине, вы также поддерживаете меня и мой канал, чтобы дальше выходили интереснейшие видеоролики. На сайте присутствуют также кейсы, но сразу говорю, я не сильно их одобряю. Если вы вдруг хотите испытать удачу и выбить классную игру, то это возможно. Сразу говорю, что рандом у нас действует по такому вот принципу. Все открытия кейсов, которые совершают наши пользователи, суммируются, и как только суммарная цена доходит до стоимости игры, игра выпадает. То есть может выпасть игра определенному счастливчику, который первый раз открыл в своей жизни кейс, а может и не выпасть тому, кто открывал кейс 4 раза подряд, на свой страх и риск. Также благодаря моему сотрудничеству с данной компанией, с данным магазином, в Телеграме каждую неделю будет проходить розыгрыш добротной хорошей игры от 1000 рублей. Вступай в мой телеграм-канал, у тебя есть возможность выиграть классные игры. Также там можно в закрепленном посте оставить свои отзывы насчет этого сайта, пожелания, улучшения. Все прочитаем, все посмотрим. Ссылка в описании и в закрепленном комментарии. Глава 2. Последний рубеж. С каждым днем ситуация становится все более напряженной. Третий рейх, осознавая весь вес ситуации, принимает решительные меры. Главное командование, осознавая невозможность удержать все фронты, принимает решение отвести дивизии с обширных укреплений и сфокусироваться на стратегически важных точках. Берлин станет у нас крепостью. Этот город – символ германской нации, теперь стоит в центре оборонительных планов. Вокруг столицы создается укрепрайон, усиленный артиллерией, противотанковыми рвами и другими инженерными сооружениями. Другие ключевые города на севере, такие как Гамбург и Кёльн, также усиливают свою оборону. Важной частью плана становится решение сохранить боеспособность войск, поэтому основные дивизии, которые еще способны вести бой, отходят от фронта для перегруппировки и отдыха. Цель – дать им возможность восстановиться и подготовиться к следующим битвам. Италия и другие союзники остаются без поддержки Германии. Несмотря на тяжесть такого решения, это становится необходимостью для сохранения главных ресурсов Третьего рейха. В это время в глубине страны начинается интенсивное производство вооружений и проходит массовая мобилизация. Каждый германец понимает, что от их усилий зависит будущее нации. С каждым днем на фронтах ситуация усугубляется. Главнокомандующий вермахта, фельдмаршал Герт фон Рундштедт, проведя консультации с другими военачальниками, принимает решение об отводе основных дивизий с обширных укреплений. Это решение поддерживается министром пропаганды Геббельсом, который понимает важность сохранения морали внутри страны. Берлинский укрепрайон становится главным фокусом. 6-я армия, ранее столкнувшаяся с тяжелыми боями на востоке, получает приказ занять оборонительные позиции вокруг столицы. Вокруг Берлина создаются многочисленные редуты, поддерживаемые артиллерией и противотанковыми орудиями. Город Гамбург усиливается 12-й панцирной дивизией под командованием генерал-майора Вальтера Нельсона. В то время как войска отходят, генерал Фриц Байрелен, известный своим опытом в создании укреплений, приступает к разработке оборонительных линий вокруг Берлина. Цель – создать несколько линий обороны, чтобы замедлить продвижение врага и дать время для контратак. Далеко
Всего на западе, у Рейна, генерал-лейтенант Ганс Голли получает приказ удерживать реку как можно дольше, используя оставшиеся резервы и подразделения Люфтваффе для поддержки с воздуха. Внутри страны Геббельс начинает кампанию мобилизации, призывая каждого германца принять участие в обороне Родины. Вермахт активно добирают новые рекруты, а заводы работают круглосуточно, чтобы обеспечить армию всем необходимым. План спасения Третьего Рейха согласован с Адольфом Гитлером. Адольф Гитлер находится в своем бункере под Рейхсканцелярией в Берлине. Его здоровье ухудшается, но он продолжает участвовать в стратегическом планировании. Гитлер утверждает все важные операции, но постепенно начинает утрачивать реалистичное представление ситуации на фронтах, опираясь на своих ближайших советников, таких как Герман Геринг и Генрих Гиммлер. В то время как 6-я армия укрепляет оборону вокруг Берлина, другие дивизии также занимают ключевые позиции. 9-я армия под командованием генерала Теодора Буши занимает позиции на севере, готовясь к защите Гамбурга. 4-я панцирная армия под командованием генерала Генриха Ягера укрепляется на юге, готовясь отразить возможное наступление советских войск из Польши. Герман Геринг, глава Люфтваффе, пытается координировать воздушную поддержку, но из-за нехватки топлива и пилотов возможности ВВС Третьего Рейха ограничены. Однако он приказывает провести несколько ключевых воздушных операций, чтобы задержать продвижение союзников. По мере того, как дни превращались в недели, стало ясно, что усилия Германии по укреплению обороны приносят свои плоды. Берлин превратился в настоящую крепость, где каждая улица, каждый дом стал линией обороны. Дивизии Вермахта и СС успешно отразили несколько попыток прорыва союзников, однако потери были огромными, и каждый новый день обороны обходился все дороже. На юге 4-я панцирная армия успешно замедлила продвижение Красной армии, но ценой тяжелых потерь. Гамбург, несмотря на отчаянную оборону, стал объектом массированных бомбардировок союзников, что привело к значительным разрушениям. Сталин, осознавая стратегическую важность Берлина, приказывает усилить давление на город. Ему было ясно, что кто первый займет столицу, тот и будет контролировать послевоенное разделение Германии. Советские генералы, такие как Жуков и Конев, получают приказ прорвать оборонительные линии Германии и войти в Берлин. Союзники на западе под руководством генерала Эйзенхауэра также стремятся ускорить свое продвижение. Однако они сталкиваются с решимостью германских войск и терпят несколько поражений у Рейна. В то же время в тылу Германии союзники проводят разведывательные операции, пытаясь найти слабые места в ее новой обороне. К концу главы становится ясно, Германия оказалась в окружении, и каждый следующий день может стать решающим. Однако ее решимость и умение сражаться до последнего дыхания продолжают удивлять весь мир. Глава 3. Проблеск надежды. 1946 год. Третий Рейх, находящийся под непрекращающимся давлением союзников, все еще удерживает свои позиции. Но время идет, и каждый день стоит на вес золота. В то время как Германия пытается укрепить свою оборону и наладить производство, мир вздрагивает от новости. На Берлин сброшена атомная бомба. Взрыв атомной бомбы приводит к неимоверным разрушениям. Сотни тысяч людей погибают мгновенно. Еще больше становятся жертвами радиации. Германия, которая и так была на грани, теперь ощущает полное отчаяние. Но даже в этот момент, когда кажется, что все потеряно, Германия не сдается. Остатки войск, которые уцелели после взрыва, начинают активные действия, чтобы отразить наступление врага. Генералы, такие как Роммель и Гудериан, мобилизуют свои дивизии для контрнаступления. Сталин, удивленный решимостью Германии, начинает понимать, что война может затянуться еще на долгие годы. Он принимает решение усилить давление и отправляет свои лучшие дивизии на Западный фронт. Союзники, увидев разрушение Берлина, начинают активные дипломатические действия. Они предлагают перемирие, но Германия, решившая бороться до последнего, отклоняет предложение. После атомной бомбардировки Берлина Верховное командование Германии осознало, что прямое столкновение с противником приведет к неминуемой катастрофе. Исходя из этого, генерал Гудериан предложил новую тактику, вдохновившись опытом Первой мировой войны и использованием глубокой обороны. Тактика глубокой обороны предполагала создание нескольких линий обороны. Первая линия была относительно слабой и служила в качестве приманки. Когда вражеские силы наступали на эту линию, они сталкивались с минимальным сопротивлением и быстро продвигались вперед, углубляясь в германскую территорию. Однако по мере продвижения они сталкивались с более укрепленными позициями, где Германия использовала артиллерийские и минные заграждения, а также контратаки мобильных резервов. Эта тактика позволила войскам Третьего Рейха истощить врага, замедляя его продвижение и нанося ему серьезный урон. Вдохновившись русской тактикой, оставленной земли во время наполеоновского вторжения, немцы использовали свою территорию как оружие, привлекая врага в глубокие ловушки. Дополнительно, немцы активно использовали тактику ударных групп, маленьких, но хорошо вооруженных отрядов, которые могли быстро контратаковать и выходить в тыл вражеским войскам. Эти группы часто состояли из ветеранов войны, и их умение маневрировать на поле боя ставило в тупик союзнические дивизии. В результате, несмотря на свои ограниченные ресурсы и численное превосходство противника, Германия смогла нанести серьезный урон союзникам
союзникам и замедлить их продвижение. Глава 4. Завершение вековой драмы. Проходили месяцы, обе стороны исчерпали свои ресурсы. Несмотря на огромные потери и разрушенный Берлин, немецкая армия, используя тактику глубокой обороны, смогла остановить продвижение союзников. Фронт замер, и обе стороны начали искать пути к мирному решению. Сталин, осознавая, что дальнейшие боевые действия будут стоить слишком дорого, начинает дипломатические переговоры с Германией. Союзники, пораженные упорством германского народа и понимая риски дальнейших боевых действий, также стремятся к мирному соглашению. После долгих и трудных переговоров в Версале подписывается мирное соглашение. Германия сохраняет свои территории, но обязуется платить репарации и проводить демилитаризацию. Взамен союзники и Советский Союз обещают помочь в восстановлении страны. После ядерной бомбардировки Берлина Германия столкнулась с огромным экологическим и социальным кризисом. Радиация привела к массовым заболеваниям и смертям, а также к долгосрочным последствиям для экосистемы. Однако с помощью международного сообщества Германия начала процесс восстановления, долгий и муторный. Мирное соглашение привело к стабилизации Европы и предотвратило дальнейшие конфликты на континенте. Германия, несмотря на все трудности, смогла сохранить свою независимость и начать процесс восстановления. После смерти Гитлера в результате атомной бомбардировки и окончания войны политическая карта Германии претерпела радикальные изменения. Новый политический строй, который сложился в стране, можно было бы назвать тройной коалицией. Фашизм все еще сохранял свое влияние, особенно в военных и полицейских кругах, однако его радикальные аспекты были смягчены под влиянием других идеологий. Демократия стала новым феноменом для Германии этого времени. Генерал Гудериан, герой войны и человек, который получил огромное уважение народа, был выбран народом в качестве нового лидера. Он стал символом единства и надежды на новое начало. Под его руководством была создана новая конституция, предоставляющая гражданским свободы и права. Коммунизм также стал частью нового политического строя. Влияние Советского Союза и коммунистических партий в Европе привело к тому, что Германия приняла некоторые аспекты социалистической экономики, такие как национализация ключевых отраслей и социальные программы для граждан. Новый режим сочетал в себе элементы всех трех идеологий, создавая уникальную систему управления. Гудериан стал гарантом стабильности. Под его руководством Германия начала процесс восстановления и модернизации. Военные и экономические реформы были направлены на восстановление разрушенной страны, однако политические реформы были особенно важными. Гудериан уделял особое внимание созданию многостороннего политического диалога, в котором все группы общества могли бы выразить свое мнение. В итоге, новая Германия стала своеобразным экспериментом в мире политики, где разные идеологии могли существовать и работать вместе ради общего блага. Ну что же. Германия, пережив ядерную трагедию, войну и политические перемены, стала символом упорства, желания жить и возрождения. В мире, где история часто пишется кровью и страданиями, народы могут находить пути к примирению и взаимопониманию. Из пепла и разрушений родилась новая Германия, страна, которая объединила разные идеологии и культуры ради общего блага. Это напоминание о том, что даже в самых темных моментах истории надежда и человечность всегда найдут путь. А меня звали Искал, и я надеюсь, тебе понравился данный сценарий для такого ролика. На этот ролик было потрачено очень и очень много сил, а один сценарий чего стоит. Я надеюсь, вам нравится такой формат, потому что он очень трудоемкий. Спасибо большое за поддержку, за ваши лайки, подписки и комментарии. Огромное спасибо всем, кто посмотрел этот ролик до конца. В таких роликах ваша поддержка важна как никогда. А на связи был Искал. Всем удачи и пока-пока. Финита ля комедия. Блин, я надеюсь, найдутся мододелы, которые даже создадут модификацию на основе концовки нашего ролика. Это заслуживает права на жизнь. Так что, ребята, дерзайте. Если сделаете такое, обязательно сделаю ролик про вашу модификацию на основе моего сюжета.